Зеленский отчитался об ударах вглубь России и обозначил 3 приоритета на ближайшие месяцы. Трамп объявил о возобновлении бомбардировок Ирана и дал Тегерану несколько дней на подписание сделки. Хексет с базы Гуантанамо предупредил Кубу и объяснил, чем закончится игра с Россией и Китаем. Всем привет! Сегодня много всего, сразу к делу. Медиашот в эфире, с вами Александр. Телеграм-канал уже работает, QR-код на экране, сканируйте и присоединяйтесь. Зеленский вышел в эфир, отчитался об ударах и обозначил, куда Украина движется дальше. Коротко, конкретно, без лишних слов. Главная новость – удар по военному заводу в Чебоксарах. 9 сотен километров от украинской границы. Украинскими ракетами «Фламинго». Наши украинские дальнобойные санкции выполняются абсолютно четко. Поражен военный завод в Чебоксарах в 900 километрах от Украины. Это результат работы украинских ракет «Фламинго». Также были нанесены удары по объектам российской нефтяной отрасли. Есть достижения. И в Черноморском регионе. 900 километров – красивая цифра. Звучит впечатляюще. Но давайте смотреть на картину трезво. Удары по заводам в глубоком тылу – это медийный эффект и психологическое давление. Реальное влияние на ход боевых действий на линии соприкосновения куда скромнее. Российская промышленность за 3 года перестроилась, производство рассредоточено, замена поврежденных мощностей занимает недели, а не месяцы. Так, а если удары по тылу действительно так эффективны, почему линия фронта за это время практически не изменилась? То же самое про нефтяную отрасль. Украина бьет по нефтеперерабатывающим заводам и нефтяной инфраструктуре уже не первый год. Российский бюджет испытывает давление. Но нефть продолжает экспортироваться через альтернативные маршруты, цены на мировом рынке компенсируют потери объемов. Болезненно – да, критично – нет. Черноморский регион – отдельная история. Украина регулярно заявляет об успехах там. Часть из них подтверждается независимыми источниками, часть нет. Картина мутная. Теперь про 3 приоритета. Зеленский назвал их четко: противовоздушная оборона, энергетика и дипломатия. Партнеры готовы помогать, в частности, в сфере противовоздушной обороны, именно ПВО, энергетики, активизации и дипломатии. Это 3 приоритета Украины. Ожидается, что все, о чем мы договорились, уже реализуется соответствующими командами Министерства иностранных дел и Министерства обороны Украины и Офиса президента. Противовоздушная оборона, потому что небо над Украиной до сих пор не закрыто. Энергетика, потому что инфраструктура разрушена и восстановление идет медленно. Дипломатия, потому что лето будет насыщенным. Саммиты Евросоюза, Большой Семерки и НАТО. 3 приоритета звучат разумно, но это те же самые 3 приоритета, что были год назад и 2 года назад. На самом деле сегодняшнее обращение – это хорошо упакованный отчет для западной аудитории. Смотрите, мы бьем на 900 километров, мы работаем по плану, ваши деньги и оружие работают. Послание партнерам накануне летних саммитов понятное. Вопрос в том, насколько эта картина соответствует тому, что происходит на земле, не в Чебоксарах, а на линии фронта. Трамп говорит коротко и жестко. Иран сбил американский вертолет. Соединенные Штаты отвечают и дают Тегерану последний шанс. Начнем с инцидента. Американский военный вертолет «Апачи» был обстрелян и сбит. Экипаж чудом выжил. Снаряд попал в машину. Загорелся, но не сдетонировал. Спасательная операция проходила в экстремальных условиях. Трамп отреагировал немедленно. Мы будем атаковать их, и атаковать очень жестко. Вы возобновляете бомбардировки? Да, мы это делаем. Судя по всему, у нас есть право на это после того, как они сбили вертолет. Знаете, они сбили невероятную машину. Сначала они отрицали, что сделали это, а потом признались. Сначала отрицали, потом признались. Трамп подает это как доказательство недобросовестности Тегерана и с точки зрения переговорной логики аргумент рабочий. Партнер, который лжет в прямом эфире, не вызывает доверия за столом переговоров. Трамп увязал военные удары с переговорным процессом напрямую. Сделка готова, лежит на столе. Иран тянет время. Так что посмотрим, что будет. Но вчера мы нанесли им серьезный удар, а сегодня нанесем еще один. На случай, если вы пропустите, если не включите телевизор. И посмотрим, что будет с этой сделкой. Мы были очень близки к соглашению, но они продолжают водить нас за нос. Они продолжают водить нас за нос, потому что знаете, в чем дело? Им приходилось иметь дело с очень глупыми президентами. Водят за нос, держат за дураков. Трамп не стесняется в выражениях. Это не дипломатический язык, это язык ультиматума. И именно так он работает с аудиторией внутри страны. Жестко, понятно, без полутонов. Журналисты спросили про инфраструктуру, мосты, электростанции. Трамп не раскрыл планы, но дал понять, возможности есть. Я не буду вам этого говорить, но я мог бы это сделать. Послушайте, я мог бы нанести удар. У нас самые мощные силы.
Я создавал армию, а эти люди ее одобряли. И мы утвердили такие цифры, о которых никто и подумать не мог. Классический Трамп. Не говорю, что именно, но намекаю, что могу все. Работает на внутреннюю аудиторию безотказно. Для внешней это сигнал держать в голове худший сценарий. На самом деле позиция Вашингтона предельно четкая. Несколько дней и либо подпись, либо эскалация. Трамп не блефует в том смысле, что удары уже идут. Но и Тегеран понимает, подписать сделку сейчас значит публично капитулировать перед собственным населением. Это политическая проблема, которую бомбами не решить. Тупик. Обе стороны давят. Обе стороны тянут. И пока они меряются, Ормуз закрыт, мировая торговля стоит, все ждут. Пока Трамп раздает ультиматумы в камеру, Хексет проводит брифинг. Методично, по-военному. 3 темы: эффективность ударов по Ирану, дипломатическое окно и предупреждение Кубе. Начнем с Ирана. Хексет говорит, иранская противовоздушная оборона деградирует, большинство их выстрелов перехватывается, наступательный потенциал падает. Кстати, большинство их ракет не долетели и были сбиты нами. Так что их эффективность и способность наносить удары невероятно снизились. И, к счастью, наши средства противовоздушной обороны невероятны, как и наши возможности. Никто не говорил о повторных ударах. Мы наносим удары по дополнительным целям. Звучит убедительно, но стоит держать в голове, это официальная позиция Пентагона. Независимая верификация потерь и эффективности в активной фазе конфликта всегда сложная задача. Обе стороны склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать собственные потери. И вот вопрос, если иранский потенциал действительно так сильно подорван, почему сделка до сих пор не подписана? Хексет дал ответ, Тегеран тянет время намеренно, но дипломатическое окно еще открыто. Президент Трамп готов вернуться к борьбе, если потребуется, но он протянул Ирану руку, чтобы заключить эту сделку. Она уже на столе. У них есть шанс. Они предпочитают играть в игры. Они предпочитают нажимать на кнопки. Если они захотят нажать на кнопки, президент обратится в военное ведомство. Если нам понадобится вести переговоры с помощью бомб, мы будем вести переговоры с помощью бомб. И у нас это отлично получается. Никто в мире не делает это лучше нас. Вести переговоры с помощью бомб. Жесткая формулировка. Хексет произносит это спокойно, без эмоций, что делает ее еще весомее. Это не угроза в запале, это обозначение политики. Вторая тема. Куба. Хексет выступал с базы Гуантанамо. Место выбрано не случайно. И послание прямое. Все, что я знаю, это то, что в 90 милях от наших берегов мы не должны допускать размещения систем другой страной. Поэтому мы говорим Кубе, не ввязывайтесь в эту игру. Не стоит ввязываться в игру, в которой вы угрожаете американцам или территории США. Потому что ничем хорошим для них это не закончится. 90 миль от американского берега. Россия или Китай размещают системы вооружений на Кубе, это для Вашингтона красная линия. Хексет не уточняет, есть ли уже конкретные данные о таких планах, но само предупреждение публичное с базы Гуантанамо – это сигнал не только Гаване, но и Москве с Пекином. На самом деле брифинг Хексета – это военная риторика на максимальной громкости. Иран слабеет, сделка на столе, бомбы летят. Куба предупреждена, доктрина Монро жива. Америка контролирует ситуацию. Такова официальная картина. Насколько она соответствует реальности, покажут ближайшие дни. Трамп сам назвал дедлайн. Зеленский отчитывается об ударах на 900 километров, но линия фронта стоит. Трамп раздает ультиматумы и возобновляет бомбардировки, но Иран все еще не подписал. Хексет говорит о победах над иранской противовоздушной обороной, но сделки нет, Ормуз закрыт, дедлайн тикает. Пишите в комментариях, как думаете, Иран подпишет сделку или будет тянуть до последнего. Читаю все. Лайк, если было полезно. Подписка, если еще не с нами. Я Александр, увидимся в следующем выпуске. Пока.